Сегодня предстоит домашний покрас. Левое крыло, здесь идет дренаж и собирается грязь за крылом. И крыло начинает ржаветь. И вот образуется вот такое. Ситуация неприятная. Крыло сейчас снимем. Внутри все зачищу. И грунт кислотный. Потом обычный грунт. Ну, в общем, приведу все в идеальный порядок. И это дело все, как бы, что я буду делать, буду рассказывать и показывать. В общем, показываю масштаб катастрофы. Ну, чуть больше, чем я думал. И чуть хуже. Вот это вот сейчас все будет зачищаться до голого металла. А потом вот так открашу посюда. А порог дальше, чтобы сегодня успеть. Вот, это этим цинкарем обработаю. Тут не так критично. Думал, будет получше, но что-то похуже. Теперь переходим к самому крылу. Снизу, особенно вот здесь сильно. И изнутри. Но это все победимо. Сейчас поставлю штатив и начну снимать и делать. Зачистил я как смог. Кругом уже неудобно. Вот только может тут еще доделаю. А эти кратеры мелкие кислотным грунтом. Потому что ну тяжело там работать, неудобно с земли. Ну как бы вполне возможно, но кратера не выйдет. Кругом не взять. Первый грунт сейчас буду грунтовать кислотником. Откуда? Прозрачный, ну такой, короче, он не как обычный грунт ложится. Ну теперь ждем, пока он подсохнет. Ой. Все, даем ему высохнуть, а сам перейду на крыло. Очищу крыло от земли, а потом уже кругом пройдусь. Это я в том году его красил, не снимая. И как бы ну, ерунда это полная. Ну, в общем, идеально не получилось. Вот я сделал. Кратеров много. Тереть уже как бы смысла дальше нет. Кратеры все равно не уходят. Это изнутри. Тут сейчас кислотником, потом обычным грунтом. Потом перекрою эбокситным. Потом снова грунт, наверное. Или по эбокситному уже краска. Снаружи, конечно, получше. И вот тут под локер закрашу. Ну а внутренности... Ну, все, что смог, как говорится. Наждачкой не могу подлезть, не трет. А этим кругом тоже. Круга практически уже не осталось.
написали, что этот баллончик подтекает, так оно и есть. Пускай чуть подсохнет. А там мы кислотником обработали. Теперь обычным грунтом надо перекрыть. Взял вот грунт наполнитель. Это вот после обработки кислотным так выглядит. Ну а теперь обычным с наполнителем. Ну, брал его, потому что по цене. Все, даем подсохнуть. Обезжириватель высох и кислотно. Много напшикал. Кислотник кладется в один слой. Ну все. Остается ждать, пока высохнет. В общем, что я сделал? Я нанес кислотный грунт. Потом 2 раза обычный. И антигравием там есть подлей сделал. И крыло кислотником тоже 2 раза обработал. А теперь обычным грунтом перекрою перед покрасом. Делал подбор краски компьютерной. Ну, подставляют, и он считает по вот этому крылу. Вот смотрим. То, что надо. $1000 рублей баллончик, 200 грамм. Но можно не одно крыло покрасить. Жду, пока подсохнет. Здесь, оказывается, тоже натерла, тоже и кислотником, зачистил кислотником и обычным грунтом. И сейчас будем красить. Вот открашенный элемент. В принципе, он с порогом будет в цвет. Это уже лаком покрыл. Но он там и не нужен, но я сделал.
все, тут я все открасил, осталось крыло. Здесь сделал небольшой переход, и отсюда потом порог буду, но это уже не сегодня. Вот такой у меня финал. Получилось как получилось. Для первого раза, можно сказать, идеально. В общем, укрыл я верхнюю часть. И теперь надо немного выждать и укрыть лаком. Лак Амбра. Ну, мне он не нравится, тут сопло такое плохое. Вот там, где мне баллон наполняли, там овалом распыляется, а тут кругом. Вот кругом неудобно. Поэтому буду издалека, чтобы такого облаком накрыть. Потому что вблизи, изнутри я попробовал, у меня потеки. Все, по идее, уже должно было высохнуть. Сейчас мы снимем то, что обклеили, и глянем, насколько хорош был подбор. Но вот эта часть, то, что я покрасил, она будет под локером. Она как бы, даже если чуть-чуть не в цвет, то это не столь критично. Ай-яй-яй, вот тут не покрасил. Дальше улучшать уже не буду, все. Сделал небольшой нахлёст, а потом уже куплю шпаклевку. Потому что порог там надо выравнивать и зашпаклюю, чтобы красиво было, и продолжу. С крылом немного форшманулся, снова обклеил. Сейчас вот тут лаком залью, и все. И по идее будет в цвет. Так. Ну все. Даже если где-то косяки там с наплывами, ну, это несущественно. Там внизу не будет видно. Ну все, лак практически подсох.